В самом сердце пустыни Сонора, где солнце выжигает все живое, пейзаж редко меняется. Песок, колючки и лишь иногда случайные следы пересохших русел. Но однажды сюда приехала команда археологов, вооруженных металлоискателями и дронами. Вокруг стояла мертвая тишина, лишь ветер гнал песок, но приборы вдруг запищали так, что у всех внутри похолодело. Что-то массивное скрывается под пологом песка. Исследователи привезли тяжелую технику. Поначалу песок уходил медленно, как будто кто-то намеренно закопал объект очень глубоко. Грандиозные размеры объекта поразили даже опытных специалистов. Уже через день стало понятно, это необычная находка. Первые фрагменты, показавшиеся из-под песка, были ржавого металла. По очертаниям это действительно был корпус огромного судна. Обшивка из заклепанных железных листов, переплетение балок и странные конструкции, напоминавшие части палубы. Один из археологов заметил какие-то выцветшие надписи на борту. Слова были почти стерты временем, но один латинский шрифт был едва различим. Судно выглядело так, будто оно только что покинуло порт, хотя находилось в сотнях миль от ближайшего океана. Протянувшись вдоль дна высохшего древнего русла, корабль выглядел гротескно посреди безжизненных барханов. Работа шла с рассвета до заката. Открывались новые детали корпуса, остов грузового трюма и гигантская арка надстройки. Слой за слоем археологи снимали песок, находя железные крепления, фрагменты ограждений и битые стеклянные бутылки. В одной из кают нашли потертый кожаный чемодан с биркой, на которой значились инициалы. Сквозь трещины в отсеке напротив пробивался слабый запах машинного масла. Внутри трюма приборы обнаружили еще более массивные объекты. Некоторые члены команды удивленно переглянулись, явно это не просто заброшенное судно. Никто не мог понять, как корабль оказался в пустыне. По карте было ясно, что сотни лет тут не было ни одной реки, способной принести судно такого размера. Во время раскопок находили обломки канатов, костяные пуговицы, остатки старинной обуви. Внутри рубки сохранилась пара ржавых телеграфных рычагов и несколько декоративных панелей из красного дерева. Фотографии сразу отправили в ближайший музей, а там специалисты опознали в находке корабль, построенный не позже середины прошлого века. Когда экскаваторы добрались до носовой части, под слоем песка заискрилась обшивка с вензелями. Сразу за ней показались странные цилиндры и разбитые ящики. Некоторые детали были покрыты эмалью ярких цветов, которые редко встретишь на палубах судов. Песок все никак не отпускал корму, словно скрывал еще что-то важное внутри. Волнения в команде росли с каждой находкой, и чем больше откапывали артефактов, тем яснее становилось, происхождение корабля среди песков только начало загадочной истории. Время шло, и археологи готовились открыть главное, что внутри трюма гигантского судна, затерянного в сердце пустыни. Объекты, которые сканеры показывали в железном чреве корабля, обещали нечто поразительное. Сейчас никто не мог представить, что именно археологи откроют в самом центре безмолвных дюн. Лопаты скрежетали по палубе, поднимая в воздух густые облака песка. Под покрытием ржавчины и обломков в трюме начали проступать очертания огромных цилиндров и прямоугольных каркасов. Внутри было тесно, воздух пах затхлостью, вонь машинного масла смешивалась с запахом выгоревшей за годы краски. Один из молодых археологов, подсвечивая фонарем в узкий пролом, первым заметил нечто, что буквально лишило команду дара речи. В пыльной темноте лежали сотни металлических корпусов, рядом разбитые фары и блестящие, но потрескавшиеся диски огромных размеров. Повсеместно валялись покрышки и детали, которые сложно было узнать сразу. За годы они покрылись пылью и коркой засохшего масла. Археологи потеряли счет времени, разбирая груды металлических конструкций. Здесь стояли кузова автомобилей, выстроенные в плотные ряды, как будто их собирались перевозить через океан. Некоторые корпуса были защищены деревянными каркасами, и на них еще держались выцветшие транспортные бирки с названием городов на английском языке. Кто-то крикнул: «Я нашел эмблему!» И в ту же минуту все археологи сбежались к нему. На передней решетке одной из машин отчетливо проступал логотип старого американского бренда. Присмотревшись, специалисты поняли, перед ними не просто груда металлолома, а коллекция редчайших моделей, которые до сих пор считаются раритетами у коллекционеров. Здесь были длинные капоты с округлыми фарами, обтянутые кожей сиденья и массивные рули из лакированного дуба. Потрогав одну из дверей, археолог почувствовал, как отлетает кусочек старой синей эмали. Цвет был необычайно насыщенным, не выгоревшим от времени. В самом центре трюма стояли огромные тяжелые автомобили, явно предназначенные для перевозки пассажиров на дальние расстояния.
Судя по номерам на бирках и серийным табличкам, здесь были представлены не только легковые машины, но и фургоны, даже несколько старых пожарных автомобилей. Поразительно то, что одни из них имели надписи на французском и немецком языках. Археологи в изумлении осматривали багажники, многие из которых были еще плотно закрыты на замки. В одном из салонов сохранилась даже раскладная дорожная карта США. На полу разбросаны газеты, датированные концом 40-х годов XIX века, а в углу трюма стоял ящик с жестяными банками под бензин. Стало ясно, внутри корабля находился целый автосалон под открытым небом пустыни. Некоторые машины были покрыты специальными тентами, местами ткань уже превратилась в пыль, но кое-где под ней сохранились оригинальные лакированные поверхности. Коллекция выглядела так, будто ее только что доставили для крупной презентации. Многие модели выпускались ограниченным тиражом, среди них были даже прототипы, которых нет ни в одном музее. На заднем сиденье одного фургона обнаружили коробки с инструментами и комплект запасных деталей, ремни, свечи зажигания, металлические эмблемы. Каждый найденный номерной знак и транспортная наклейка фиксировались археологами тщательно, чуть ли не с благоговением. Песок, веками скрывавший этот железный караван, теперь уступал место вспышкам камер и сверканью фонарей. В дальнем углу трюма находились еще более странные экспонаты: велосипедные рамы, обломки мотоциклов и даже несколько детских педальных машинок, почти полностью целых. Самым неожиданным было то, что некоторые автомобили были упакованы как новые изделия. На сиденьях лежали инструкции, а приборные панели покрывала тонкая бумага с техническими характеристиками. В одной из коробок нашли связку ключей с биркой, на которой сохранилось название фабрики в Детройте. В этот момент все понимали, находка не только сенсационная, она способна переписать историю транспортировки машин по суше и воде. Когда напряжение достигло предела, команда сделала еще одно открытие. В одном из контейнеров спрятан целый комплект документов. Кроме счетов и инструкций, удалось найти пару фотографий, на которых ясно виден сам корабль, пришвартованный у огромного пирса. Археологи с нетерпением пересматривали снимки, пытаясь найти хоть какую-то подсказку о маршруте этого загадочного судна и его невообразимом грузе. Но даже эти снимки не объясняли, каким образом огромная армада автомобилей оказалась похороненной в пустыне. Один вопрос рождал другой, и команда уже готовилась выяснить, как же этот гигантский корабль оказался среди песчаных дюн.